Доброго здоровья вам, мои дорогие друзья и гости канала Ирина Огонек. С вами я, Ирина. И сегодня я хочу продолжить тему комнатные растения-целители, а именно алоэ. Это вторая часть. На первую часть я оставлю ссылочку внизу в описании. Там даны все полезные свойства и некоторые рецепты. Сейчас же я хочу продолжить чтение остальных рецептов связанных с алоэ вера. Значит, перед тем, как я это все начну, хочу вас попросить, если еще не подписаны на мой канал, подпишитесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. Также ставим лайки, дизлайки и пишем комментарии с вопросами о народной медицине, о лекарственных растениях. Я с удовольствием поделюсь с вами своими знаниями и отвечу на все вопросы. Также большая, огромнейшая просьба. Если вам не тяжело, а вам это не составит особого труда, поделитесь этим видео со своими друзьями в соцсетях, чтобы чтобы они тоже могли воспользоваться этими советами. Ну, а я приступаю к прочтению. Итак, несколько рецептов я дала в первом видео. Ну а сейчас продолжим на том, что остановились. Значит, средства против ушибов. Одну среднюю свеклу помойте, очистите и натрите на мелкой терке. После этого 3 чайных ложки измельченной травы чистотела и 1 столовую ложку листьев алоэ смешайте с тертой свеклой и подождите, пока смесь даст сок. Нанесите на ушибленное место немного полученной смеси и наложите фиксирующую повязку. Данную процедуру проводите на ночь. Средство при эрозии шейки матки. Тампон, смоченный выдержанным соком алоэ, введите во влагалище и оставьте на 2-3 часа. Ну, я это обычно делала на ночь. Для обработки применяются также эмульсии на основе алоэ. Указала в первом видео, но не обязательно укажу это средство и здесь. Средство для повышения сопротивляемости организма у детей. Для истощенных больных детей приготовьте питательную смесь, которая содержит 100 грамм сока алоэ древовидного, 500 грамм грецких орехов, 300 грамм меда и сок 4 лимонов. Принимайте по 1 чайной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. Такую же смесь я говорила тогда и говорю сейчас, можем принимать и мы, взрослые. Дезинфицирующий настой для обработки ран. 2 чайных ложки измельченных свежих листьев подорожника смешайте с 25 граммами порошкообразной травы чистотела, добавьте 1 столовую ложку измельченных листьев алоэ и небольшое количество теплой воды, чтобы получилась кашеобразная смесь. Нанесите на небольшое количество смеси на кусочек бинта, приложите его к месту раны и наложите фиксирующую повязку на 2-3 часа. Эффективное средство при заболеваниях кожи, раны и язвы. Рекомендуется накладывать свежие листья алоэ со снятой кожицей или измельченную мякоть листа с соком в виде примочек, меняя их через каждые 2 часа. В китайской медицине при хронических кожных заболеваниях рекомендуют пить свежий сок алоэ. Средство против облысения. Биостимулирующий сок алоэ ежедневно втирайте в кожу головы. При
гнездном облысении. Если в течение 2 месяцев волосы не начнут расти, от процедуры стоит отказаться. Применяется также при локализации очага облысения на бороде, усах, бровях. Значит, что такое биостимулированный сок? Это лист растения перед тем, как взять лист от него, не поливать 2 недели. Лист отделить, не срезать, чтобы сок не вытекал, а аккуратно отделить от ствола, положить на 7 дней в холодильник внизу. За это время листок наберется биостимулирующего эффекта, и это будет очень, так скажем, целительное. В первом видео я дала, как это все правильно сделать, дала описание, как правильно сделать все это. Средства при дисплазации шейки матки, как слабительные при запорах у беременных и хронической атонии кишок у женщин с Господи, в климактерический период. Так мы написали, что период климакса, господи. Сок алоэ принимайте внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день после еды. Средства при мастите для ускорения созревания нарыва наложите компресс с измельченными листьями алоэ и перевяжите. Меняйте повязку как можно чаще. Средство при бартолите, остром воспалении вульвы. 3 раза в день во время еды по 1 столовой ложке принимайте настойку алоэ. Для приготовления настойки возьмите 200 грамм зеленых листьев алоэ, 10-20 штук. Это столетник. Удалите колючки и перемелите листья на мясорубке. Затем добавьте 400 грамм меда и 400 грамм красного вина. Поставьте смесь на водяную баню и варите на слабом огне в течение часа. Затем остудите, процедите через несколько слоев марли и отожмите. Готовую настойку храните в холодильнике. Значит, еще раз. Принимать по 1 столовой ложке до еды 3 раза в день. Средства против застарелых мозолей. Кашицу из листьев прикладывайте к мозолю, смазав кожу вокруг нее вазелином. Заклейте пластырем и завяжите. Через сутки размягченный ороговевший слой осторожно снимите чистым продезинфицированным ножом, ножницами или пензой. После этого кожу смажьте кремом для ног. Если мозоль осталась, процедуру повторите несколько раз. Настой из алоэ и шалфея при начинающемся гриппе. 2 столовые ложки сухой измельченной травы шалфея залейте крутым кипятком и заварите в термосе. Через 5-6 часов профильтруйте, уберите отходы. Настой должен получиться прозрачным. К еще теплому настою добавьте 1 столовую ложку свежего сока алоэ древовидного. Взболтайте полученный раствор и дайте настояться еще 1-2 часа в холодном темном месте. Перед употреблением разогревайте раствор на слабом огне. Разогрейте раствор на слабом огне, доведите до кипения, затем остудите. Применяйте 2-3 раза в день до еды. Средство против кариеса. В дупло больного зуба положите кусочек алоэ. Это успокоит боль и подлечит воспаленные десны. Средство при стоматите. Ежедневно жуйте сырые листья алоэ или полощите рот соком из свежих листьев.
Народное средство против импотенции. Народная медицина рекомендует при импотенции, наступившей вследствие истощения организма, следующие общеукрепляющие средства. Первое средство. Смешайте 100 грамм сока алоэ, 500 грамм измельченных грецких орехов, 300 грамм меда, 50 грамм порошка корня пастернака. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. Храните смесь в темном прохладном месте. Ну, в холодильнике подойдет. Смешайте 150, это второе средство, 100 смешайте 150 грамм сока алоэ, 250 грамм меда, 350 грамм натурального красного вина, 150 грамм порошка из плодов шиповника, 300 грамм порошка из семян петрушки. Настаивайте смесь в течение 1-2 недель, периодически встряхивая. Принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. Ну, скажу вам, что это очень хорошее укрепляющее средство, даже не только при импотенции. Средство при нерегулярных менструациях. Пейте свежий сок алоэ по 8-10 капель 2 раза в день. Средства при артрите. При артрите можно применять алоэ как наружно, так и внутренне. Втирание желе алоэ в больничные места помогает снять боль. Хорошее действие также оказывает компрессы из смеси сока алоэ, меда и водки в соотношении 1 к 2 к 3. После наложения компресса на больное место положите слой ваты, компрессную бумагу и укутайте полотенцем и теплым шарфом. Алоэ как противоартритное средство действует гораздо эффективнее в комплексном лечении с витамином С и рибонуклеиновой кислотой. Средство против рахита у детей. Возьмите 200 грамм листьев алоэ, 2 лимона, 200 грамм грецкого ореха. Все компоненты пропустите через мясорубку, перемешайте, добавьте 200 грамм сливочного масла и 200 грамм меда. Дайте ребенку по 1 десертной ложке 3 раза в день после еды. Здесь тоже очень хорошее укрепляющее средство. Средство от покраснения кожи лица и расширенных капилляров. Утром и вечером смазывайте кожу лица и шеи кусочком алоэ, с которого срезана жесткая верхняя кожица. Предварительно раствором чая очистите кожу лица и вытрите ее насухо. После нанесения сока на влажную кожу нанесите питательный крем. Курс лечения 10-12 процедур через каждые 1-2 дня. Противовоспалительное средство при заболеваниях десен. Измельчите 100 грамм алоэ и дайте ему настояться в закрытой эмалированной посуде в течение часа. Затем доведите до кипения, процедите, перелейте в стеклянную посуду, плотно закройте и храните в темном прохладном месте. Этим отваром ежедневно полощите полость рта. Средство при преждевременном увядании кожи. Принимайте внутрь выдержанный сок алоэ по 1 чайной ложке 2-3 раза в день за 30 минут до еды. Очищающее средство при угревой сыпи. Залейте 2 столовыми ложками измельченных листьев алоэ 200 грамм кипятка и дайте настояться в течение 2 часов. Процедите ватным тампоном, смоченным в этом лосьоне, протирайте лицо после каждого мытья. Средство при длительном кашле, пневмонии, туберкулезе. Смешайте 1 килограмм липового меда, 200 грамм мелко нарубленных листьев алоэ, 200 грамм оливкового масла,
150 грамм березовых почек, 50 грамм липового цвета. Березовые почки и липовый цвет заварите отдельно в 500 миллилитрах воды. Кипятите 1-2 минуты, процедите. Отвар соедините со смесью меда и алоэ. Затем добавьте оливковое масло. Смесь принимайте по 1 столовой ложке 3 раза в день. Перед употреблением взбалтывайте. Так, ну дальше здесь уже идет более, так скажем, косметические средства. Вот, я их зачитывать не буду. Единственное, что я еще зачитаю, это противопоказания. Употреблять внутрь препараты с алоэ можно не более чем 1 грамм в день, иначе может возникнуть раздражение кишечника. Алоэ нельзя применять при кровотечениях любой этиологии, при заболеваниях печени и желчного пузыря, воспалении мочевого пузыря, при беременности, особенно последней и при склонности к поносам. Извините, уже устала от чтения, очки немножко это самое. При беременности, особенно поздней, и при склонности к поносам. Применение препаратов алоэ вызывает прилив крови к органам малого таза. При употреблении сока алоэ в качестве слабительного при привычных запорах необходимо помнить, что повышение дозы может, наоборот, угнетающе действовать на перистальтику и вызвать воспалительные процессы толстого кишечника. При передозировке препаратов алоэ могут появиться боли в сердце, почках, обострение геморроя, открыться внутреннее, в том числе маточное кровотечение. Вот такие вот противопоказания, родные мои, за алоэ. Ну, а рецепты, которые даются с алоэ для более в косметических целях, я дам именно в масочках. Так что не забудьте подписаться на мой канал, если еще не подписаны, и прожать колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также пишем комментарии с вопросами по народной медицине, целительным травам и вообще, что вас интересует. Ну и, конечно же, лайки, дизлайки, комментарии, комментарии, еще раз комментарии. И огромнейшая просьба, друзья, не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями в соцсетях. Эта информация может оказаться кому-то очень полезной. Ну и принесет пользу моему каналу, рост моему каналу. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Ваша Ирина.